Тишина громче крика, гордость цепи из титана. Два сердца в клетках из шипов, один экран, разбитая нирвана. Она строила мост через океан своих страхов. Каждый камень — обещание, каждая балка — взгляд украдкой. На другом берегу он, ее маяк в тумане, хаос. Компас, выводящий из лабиринта пустых разговоров. Телефон вспыхнул чужим именем, искра в пороховой бочке. Землетрясение в 7 баллов по шкале недоверия, точка. Она не спросила, язык превратился в камень. Гордость выросла стальной лианой, душит, как петля на шее. Теперь ее легкие — кладбище непроизнесенных слов. Ребра — клетка для птицы, разучившейся летать. Она носит осень под кожей, листья воспоминаний опадают внутри, устилают золотом русло вен. Воздух вязкий, как смола, каждый вдох битва, каждый выдох его имя, застрявшее между выживанием и забвением. Телефон перевернут, как лодка, отказавшаяся плыть. Разбитое стекло экрана, портал в параллельную вселенную, где они все еще вместе. Стоило ли одно сообщение целой вселенной? Стоило ли молчание этой войны с собой? Два сердца на поле боя, без единого выстрела. Два заложника гордости в ледяной тюрьме. Кто сделает шаг первым через пропасть? Чьи пальцы нажмут отправить на краю бездны? Стоило ли одно сообщение целой вселенной? Стоило ли молчание этих бессонных ночей? Он возвел стену из алмазного стекла, прозрачную, но пуленепробиваемую. Сквозь нее видны все звезды, но не слышно ни звука извне. Это сообщение всего лишь буквы на экране, цифровой шум. Но ее глаза превратились в арктические льды, застывшие на тысячелетия. Теперь он носит вечную зиму в грудной клетке, им покрываются легкие при каждом воспоминании о ее смехе. Кровь течет ледяными реками по венам сердца. Острый кристалл, что режет изнутри при каждом ударе. Каждое утро сражение с подушкой, хранящий запах ее волос. Каждый вечер гражданская война между гордостью и тоской. Его руки — карта, где каждая линия ведет к ней. Но GPS сломан, и все маршруты обрываются в пустоте. SNR AI DJs. Телефон молчит, как судья, вынесший приговор. Контакты, кладбище номеров, где только один имеет значение. Палец зависает над зеленой кнопкой, как парашютист над пропастью, а гордость шепчет: Прыгнешь, разобьешься ее молчанием. Стоило ли одно сообщение целой вселенной? Стоило ли молчание этой войны с собой? Два сердца на поле боя, без единого выстрела. Два заложника гордости в ледяной тюрьме. кто сделает шаг первым через пропасть? Чьи пальцы
Ее дни клоны друг друга в лаборатории монотонности. Серая армия часов марширует по календарю, сжигая мосты в прошлое. Она ищет его черты в лицах прохожих, археолог воспоминаний, но находит лишь осколки, фрагменты пазла с отсутствующими частями. Подруги советуют: забудь, будто память — это файл для удаления, будто сердце — жесткий диск с кнопкой форматирования. В автобусе напротив бара с переплетенными пальцами кормиковых деревьев, сросшиеся под землей городских джунглей. И внутри нее прорастает надежда, сорняк сквозь бетон отрицания. Неуместный, но живучий, питающийся остатками ее веры. Бессонница стала соседкой по комнате, храпящей вопросами: а что если подушка пропитана слезами, солен океан несбывшихся возможностей? Она достает телефон, оружие массового самоуничтожения. Я два слова на экране, я скучаю, формула ядерного синтеза. Палец зависает, время останавливается. Вселенная затаила дыхание. Галактики исходят с орбит в ожидании. Движение ее кожи по стеклу. В пространстве между сказанным и подуманным, в секундах между набором и отправкой, живут параллельные вселенные возможностей, где они все еще вместе, где они никогда не встречались. Время — это иллюзия, созданная сердцами в ожидании. Пространство — всего лишь расстояние между двумя телефонами. Стоило ли одно сообщение целой вселенной? Стоило ли молчание этой войны с собой? Два сердца на поле боя, без единого выстрела. Два заложника гордости в ледяной тюрьме. Кто сделает шаг первым через пропасть? Чьи пальцы нажмут отправить на краю бездны? Стоило ли одно сообщение целой вселенной? Стоило ли молчание этих бессонных ночей? Его квартира — музей вымершей цивилизации, их отношений. Археологические слои пыли покрывают экспонаты совместного прошлого. Диван хранит отпечатки ее тела, как окаменелость доисторического существа. Зубная щетка в стакане, надгробие на кладбище повседневности. Он пытается стереть ее из памяти, как вирусный файл жесткого диска, но она не файл, она операционная система его существования. Без нее все программы дают сбой, экран заполнен сообщениями об ошибках, файл счастья не найден, система радости не отвечает. Друзья антивирусы, пытающиеся очистить его код от ее присутствия, но каждая попытка сканирования заканчивается крахом системы. В паре звучит ее мелодия, звуковая отмычка к сейфу воспоминаний. Все сокровища прошлого вываливаются прямо под ноги прохожим. Может, бастионы гордости, не защита, тюрьма с одиночной камерой. Может, стены крепости так высоки, что внутрь не проникает даже свет. Он смотрит на экран, набирает: прости меня, два слова. Мост через Гранд Каньон непонимания, построенный из хрупкого стекла надежды. Гордость против счастья, вечная война без победителей. Два генерала на поле боя, где солдаты давно дезертировали. Стоило ли одно сообщение целой вселенной? Стоило ли молчание этой войны с собой? Два сердца на поле боя, без единого выстрела. Два заложника гордости в ледяной тюрьме. Кто сделает шаг первым через пропасть? Чьи пальцы нажмут отправить на краю бездны? Стоило ли одно сообщение целой вселенной? Стоило ли молчание этих бессонных ночей? Два сообщения отправлены в цифровой космос. Квантовая механика чувств. Они существуют и не существуют одновременно. Пока не открыты, не прочитаны, не приняты. Выбор застыл на кончиках пальцев, как капля дождя перед падением. Но что громче, голос разума или стук сердца? Что сильнее, страх отказа или боль отсутствия? Ответ был всегда перед ними, написанный невидимыми чернилами на обратной стороне гордости.